лидерство и успех — быть более харизматичным в жизни и на собеседованиях. По данным «Науки о людях» Ванессы Ван Эдвард и Мела Роббинса, СМС-ссылки, харизма связана не с уверенностью, интровертным «я», экстравертным «я» и вашей личностью. Вместо этого это то, что вы показываете другим, а не то, кем вы являетесь. Когда вы проявляете харизму, вы часто более влиятельны, воспринимаетесь как лидер и успешны. Харизма коррелирует с вашей способностью нравиться. Люди находят вас доступным. Ты способный? Привлекаются ли люди к вашему окружению? Нравится ли людям следовать за вами в ситуациях лидерства? Харизматичные личности подхватывают окружающих. Когда они выдают положительные сигналы, это стратегически целенаправленные сигналы. Нарциссы излучают негативные сигналы. Поэтому люди избегают и не хотят находиться рядом с ними. Нам всем нравится находиться среди теплых, компетентных людей. Эти характеристики конкретно отражают ваш уровень харизмы. Нахождение среди теплых и компетентных людей помогает нам чувствовать себя лучше и проявлять себя с лучшей стороны. Тепло. Люди, основанные на эмоциях, воспринимаются как люди, доставляющие удовольствие и дающие. Компетентность. Компетентные люди часто являются наладчиками, которым нравится решать проблемы и помогать другим. Это критические мыслители, которые всегда хотят все сделать правильно. Они идут по жизни, проверяя все и всех. Люди могут не воспринимать вас всерьез, если вы не продемонстрируете свою теплоту и компетентность. Другие характеристики этого зонтика включают: доверять, надежность, способный, мощное общение и присутствие, использование хищных рук, разумный, недоверчивый. Другие чувствуют себя комфортно и быстро становятся уязвимыми рядом с вами. Напористый и намеренный. Целенаправленный зрительный контакт. Вы можете быть харизматичным, но не в достаточной степени продемонстрировать эти характеристики, например, из-за интровертной или аналитической личности. Недостаточная сигнализация характерна для успешных людей, которые часто думают, что их интеллект и квалификация будут говорить за них, поэтому они недостаточно демонстрируют теплоту и компетентность. Мир не верит в это о вас, потому что вы не передаете эти сигналы другим. Прямой интеллект и достижения не сделают вас харизматичным. Вы должны эффективно демонстрировать свою теплоту и компетентность лично, повторяя целенаправленные сигналы. В противном случае люди могут не сразу прислушаться к вам, следовать за вами, уважать вас, делиться эмоциями или быть уязвимыми рядом с вами. Харизма – это не только первое впечатление. Речь идет о каждом впечатлении. Часто у нас есть огромное слепое пятно на пути к осознанию нашего уровня харизмы. Вы дружелюбны, компетентны или воспринимаете эти сигналы харизмы. Попробуйте пройти тест, чтобы определить, являетесь ли вы харизматичным. https://www.scienceofpeoply.com/charisma/ Чтобы сделать все возможное, следуя вашим результатам,
попросите 3 близких вам людей пройти тест так же, как и вы, то есть семью, друга и близкого человека. Затем попросите 3 человек, вашего близкого человека, друга и члена семьи пройти тест, как вы, как если бы они были вами. Харизма: вербальные, невербальные и физические характеристики. Это то, что вам следует делать больше, чтобы проявлять теплоту, компетентность и харизму. Первые 10 секунд самые важные. Покажите руки, чтобы показать тепло. Не прячьте их за спиной или в карманах. Помашите «Привет». Разговаривать руками – это хорошо. В большинстве вирусных разговоров больше всего жестов руками. Говорите как вербальными, так и невербальными сигналами. Мозг более склонен верить жестам, а не словам. Жесты демонстрируют правду и повышают доверие к тому, что вы говорите правду. Расстояние между вами и аудиторией важно. Сядьте как минимум в нескольких футах от камер. Крупный план сигнализирует об интимных моментах, например, с друзьями, семьей, близкими людьми. Обратите внимание на мощные, сильные и важные моменты, которые вы делаете. Произносите свое сообщение нейтральным голосом, не повышая и не понижая голос. Дышите, делайте паузы и не общайтесь слишком быстро. Убедитесь, что камера, ноутбук и ваше тело находятся прямо перед человеком, вместо того, чтобы отвернуться, как будто часть вас покинула разговор и собирается убежать. Будьте презентабельны, тщательно выбирая одежду, обувь, прическу, макияж, очки и физические характеристики. Когда вы одеваетесь более официально, вы находитесь на высоте и показываете себя с лучшей стороны. Нанесение макияжа не аутентично, это всего лишь то, что вы подчеркиваете свои лучшие черты. Совершенство не обязательно. Ваша способность нравиться улучшается, когда вы реальны, совершаете ошибки и выглядите как человек. Осознавайте ошибки прямо в начале разговора. Когда раскрытие недостатков происходит в начале собеседования, это лучше всего воспринимается проактивно, поскольку повышается доверие и симпатия. Если вы проводите всю встречу идеально, а в конце обнаруживается несовершенство, доверие и симпатия снижаются или теряются. Другие сигналы для укрепления доверия и компетентности. Отводя взгляд, вы сможете более эффективно отвечать и обрабатывать информацию без дополнительных стрессовых факторов. Взгляд вверх часто означает, что вы обращаетесь к воспоминаниям или критическому мышлению. Этот взгляд вверх или в сторону показывает глубокое мышление, позволяющее обеспечить наилучший и наиболее точный ответ. Это не показатель лжи. Проведите тест на запоминание, посмотрите, что вы делаете, когда вспоминаете истину. Знайте, когда вы демонстрируете неискренность или ложь, потому что вы можете делать это, когда говорите правду, которая влияет на способность других воспринимать вас компетентно. К неаутентичным жестам относятся прикосновение к носу, давление губ и прикосновение к лбу, нахмуренное пожимание плечами, прикрытие рта, сжатие кулаков, сморщенный от отвращения нос или другие сигналы, но их часто можно неправильно понять, поскольку люди, находящиеся в состоянии стресса в моменты тревоги,
также могут демонстрировать их. Нервные сигналы включают прикосновение к лицу, сжатие живота, ерзание, неловкие паузы или движение губ. Зеркальное отображение невербальных слов. Виртуальные встречи и советы по собеседованию. Сохраняйте реальный фон на виртуальных встречах, используйте изображение виртуальных фонов стихов. Когда вы используете виртуальные фоновые изображения, обязательно выбирайте то, которое описывает вас и вашу личность. Вы можете использовать их для взаимодействия с другими людьми и повышения энтузиазма в течение части разговора, вместо того, чтобы постоянно использовать виртуальный фон. Реальный фон может оживить разговор, весело показав, кто вы. Вы можете иметь свою ученую степень, награды, сертификаты и книги на заднем плане. Фон может быть скрытым преимуществом и темой для обсуждения в неловкие моменты. Переключиться на только звук – это нормально. Переход только на аудио обеспечивает наилучшую доставку, особенно для интровертов, потому что часто бывает сложно сосредоточиться на том, что вы говорите, а не на физическом языке тела и выражениях лица. Когда вы сможете сосредоточиться исключительно на устной речи и на том, что говорите, вы лучше всех способны лучше общаться и наиболее эффективно реагировать. Физические советы. Плечи назад. Используйте стратегическое расстояние от камеры. Используйте жесты рук, например, машите руками. Харизма, ее отсутствие приводит к судебным искам. Нам не нравятся люди, которые излучают меньше тепла, потому что это приводит к снижению восприятия компетентности, что приводит к большинству судебных исков. Поделитесь больше теплыми сигналами, чтобы снизить статистически повышенные риски, связанные с судебным иском или признанием некомпетентностью в вашей личной и профессиональной жизни. Опять же, проявите большую теплоту и компетентность, проявив больше харизматичности, например, способами, перечисленными выше. На такой же негативной ноте, в моменты неуважения со стороны трудных людей лучшим ответом часто является прямое противостояние этому моменту. Спрашивая «ты выглядишь экс», то есть эмоции, такие как расстроенность, разочарование, дискомфорт и т.д. Что не так, затем подождите, чтобы увидеть, как они отреагируют. Учет момента в вопросе позволяет им ответить «да» или «нет», а затем объяснить, что дает вам больше информации. Таким образом, вы сможете лучше всего отреагировать. Будьте преднамерены с вербальными и физическими сигналами. Не используйте в своем голосе чрезмерные движения, силу голоса или диапазон, если только не демонстрируете энтузиазм, чрезмерное ерзание и т.д. Сосредоточьтесь на намеренном мощном использовании слов, одежде, ногтях, очках, волосах и других физических и вербальных проявлениях. Интроверты часто демонстрируют несоответствующие результаты, такие как фальшивые улыбки, неосознанно, даже не желая этого делать. Настоящая улыбка не фокусируется на рту, вместо этого она включает в себя также глаза и морщины на гусиных лапках. Улыбайтесь по-настоящему. Кивайте головой, то есть тройной кивок, это свидетельствует о вашем энтузиазме в отношении того, чтобы другой рассказал вам больше. Наклоните голову, чтобы показать активное слушание.
Вы можете проявить теплоту, не говоря ни слова. Эти сигналы помогут неловким людям чувствовать себя более комфортно рядом с вами.